Всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтный скетчинг, ландшафтная архитектура, архитектурный скетчинг и вот все такие штуки. И сегодня будем рисовать вот такой вот вид Венеции. Это Санта-Мария-делла-Салюте, там на фоне, и впереди такие домики, которые видны с моста Академии, если ничего не путаю. И вся вот эта вот история, это, ну, моя тема. Если вам интересно, то смотрите в описании к видео, там очень много всяких плейлистов, по которым можно научиться рисовать, скетчить, архитектурный и ландшафтный скетчинг, много всего интересного. И я работаю пером и тушью, и вот так начинается этот рисунок. Я намечаю основные контуры. Если вот сделать таким образом контурный рисунок, используя водорастворимую тушь, а я использую тушь Winsor Newton, это Calligraphy Pen, и если туда приносишь воду, то она растворяется и создает интересный акварельный эффект. Вот это в финальном варианте то, что будет, ну, в итоге вы видели в самом начале видосе. И для того, чтобы такая история срослась, я использую перо. Перо, которое дает очень деликатную, очень интересную и эстетскую линию. И вот эта линия — это то, что, мне кажется, забито в культурном коде человечества. Она интересная, она вариативная, она классная. Поэтому я работаю пером. Ну, при прочих равных я возьму себе перо, если у меня есть такая возможность. Ну, или я возьму линер, или я возьму карандаш, мне все равно. По мне так нет особой разницы между тем, чем ты рисуешь, кроме некоторых нюансов. И вот эти вот нюансы, они и приводят к тому, что я беру перо и получаю вот такую вот картинку. Если вам интересно получить такую картинку, то берите листик, бумагу, перо и повторяйте за этим видосом. Это прекрасный способ научиться. Ну что, я не проговариваю сам процесс, потому что мне кажется, что тут все очевидно. Вы делаете контурный рисунок больших форм. Если это купол, то это контур купола. Если в куполе есть подкупольный барабан, и он разбит на 4 части с той стороны, которую мы видим, то нужно так и сделать. Мы просто берем и рисуем вот эту вот существующую обстановку. Здесь не очень работает представление о перспективе, потому что мы видим все это издалека, и перспективные сокращения почти не читаются, кроме как, ну, немножко в куполе. Вот, мы видим его раскрытие чуть снизу. И теперь, когда у меня есть общие простые формы, я приношу интенсивные тени под крыши. И это дает такой сразу же интересный графический эффект. Если этот эффект есть, то, скорее всего, если на стадии наброска рисунок симпатичный, то, скорее всего, и в финале он будет плюс-минус симпатичный. И это интересная тема, потому что то, про что я говорю, и то, к чему я призываю, чтобы набросок на любой стадии был плюс-минус законченным, ну, выглядел законченным. И это, в принципе, такая, мне кажется, правильная методика. Вот тут я немножко много налил туши на лист, ну, в итоге тоже ее много оказалось, и протираю ее салфеткой. То, что я использую сейчас, это аквабраш. Мы приносим вот этой кисточкой воду на рисунок, а потом приносим туда тушь пером, и, собственно, все. Все очень просто, все очень элементарно. И потом, когда этой кисточкой, водной кисточку, в которой чистая вода, ну, тут она у меня уже немножко грязная, но, в принципе, она чистая, мы проходимся по этому рисунку и касаемся тех частей, которые уже нарисованы. Водная кисть немножко размывает, ну, немножко, сильно размывает наш уже нарисованный скетч. И в итоге появляются такие симпатичные акварельные эффекты. Поймал себя на мысли, что я немножко превращаюсь в какое-то радио, которое рассказывает про процесс рисования, который я же сам и делаю. Это забавно и смешно. Но немножко такая сложная ситуация сейчас с Венецией, и это прям очень грустно. Грустно, да, потому что она уходит под воду со скоростью 5 миллиметров в год, если я ничего не путаю. Ну, в общем, нужно будет уточнить по Википедии, наверное, или
там какая актуальная ситуация, я не знаю. Ну, я был в Венеции, когда месяц, наверное, назад или чуть меньше, там было все окей. А потом я уехал, и через 2 недели там такой потоп. Ну, блин, ну вы видели. Кто смотрит, кто интересуется, я думаю, что видел, что происходит там. Это что-то невероятное просто. Ну, как, чтобы выйти попить кофе, люди выходят, ставят воду по пояс, стул, садятся, ну, делают фотки. Ну, понятно, да, это все для фоток, но все равно. Это такой экстрим, немножко экстрим. Вот я прорабатываю купол, и когда у меня уже получилось тенеобразование внятное, я разделил эту историю на свет и на тень, принес туда вот эти вот акцентики, принес лужицы такие вкусные. Я начинаю прорабатывать это все в деталях. То есть по уже сделанной форме, большой, общей, простой форме, я начинаю делать детали. И делаю это достаточно небрежно. Вот в чем, мне кажется, плюс скетча. Это в неумелом, плохом, олиповатом, нелепом, странном рисовании, а в формулировании сложных вещей простыми действиями. Это упрощение, очень большое упрощение, правильное упрощение существующей ситуации. Вот это скетчинг, а не какая-нибудь нелепая размазня. Вот так я думаю, ну так я считаю. Это мое мнение. И вот здесь получается такой интересный эффект, когда мы используем такую тему, которая относит нас немножко к акварельной живописи, ну, такой всякие размывки, всякий вот такой колер, к идее Гризайля, когда мы рисуем все одним цветом, ну, варьируя только тон. Ну, то есть тут у меня сепия и ничего, кроме сепии. И потом приносим туда стильную штриховую графику пером. И вот это вот сочетание мне очень-очень-очень сильно нравится. Я это очень люблю. И сейчас вы видите самый драматичный момент в рисунке — это принесение в домики оконных проемов. Это, ну, по сути, там такая самая, мне кажется, напряжная и сложноватая, мой русский язык, часть рисунка. И вот, собственно, как я ее прошел. Ничего такого сверхъестественного тут нету. Мы просто рисуем оконные проемы, соответственно, перспективному сокращению этих домиков. Как сокращается низ дома и крыша, также сокращаются и оконные проемы. Ну, в общем, да, если смотрите мои видосы и повторяете, то, я думаю, для вас ничего там сложного нету. И прорисовываю вот эти вот столбы, которые стоят перед домами, на которые, ну, привязываются гондолы, к которым крепятся вот эти вот мостики, которые ведут к причалам маленьким вот этих гондол. И чуть-чуть штрихами прорабатываю крышу, чтобы эта вся история как-то завязалась более-менее. В общем, вот в целом, ну, немножко делаю декор на воду, и, по сути, графическая часть рисунка готова. Вот то, что я хотел от рисунка, вот оно уже, в принципе, готово. Остается такая иллюстративная и, может быть, чуть такая информационная, историчная часть, когда я делаю надписи на рисунке. И для меня, в принципе, это важно, потому что, ну, этот город я очень люблю. И всегда, когда я приезжаю туда, меня охватывает безумное чувство восторга. Я хожу и с такими большими глазами по 5 копеек. Хожу и смотрю на то, как организована архитектура, как организовано пространство, как это все работает вместе. Ты смотришь на ситуацию площади, смотришь на то, как на ней работает собор, заходишь в этот собор и видишь, что ситуация с площадью и с архитектурой окружающей, с архитектурой собора, блин, бамс и процитировано внутри. Да как это вообще возможно? На каких-нибудь, ну, там, более-менее больших форумах. Бамс, и она еще в уменьшенном виде процитирована на элементах декора. Да как вообще возможно так думать? И ты думаешь, ну ничего себе, вот это поворот событий, вот так нужно думать. И это дает мозгу другой уровень развития.
Это прям другое понимание ситуации и там урбанистики, и строительства, и ландскейпа, и образования вот этой всей территории, которая создана для того, чтобы служить человеку. И вот от этих штук я тоже балдею. Не только внешняя красота Венеции, а очень большой разум, очень большой интеллект, очень много того, чему нужно учиться, пока она не ушла под воду. Потому что очень драматичная ситуация с тем, как она берет и опускается. Как я понимаю, там в 2003 году придумали какую-то систему с дамбой, но я не уверен, что это все хорошо работает. Потому что, кажется, я слышал много отзывов насчет того, что это работает не очень хорошо, и нужно придумывать, срочно придумать какой-то новый план. Но вот не знаю, получится у них или нет. С этой проблемой, ну и сами переселенцы, там первые, которые приходили туда, они столкнулись. По-моему, пару раз переносили или поднимали Венецию. Ну, это очень большая проблема, и те, кто строил этот город, я думаю, что они понимали ее, но все равно делали. И вот по прогнозам, как я слышал, где-то читал в интернете, что к там 50-му году жить там уже будет мало реально, а к 100-му она, наверное, уйдет под воду. И вот это вот такая прям большая-большая проблема. Поэтому нужно скорее зарисовать всю эту историю, пока она еще с нами. Вот 5 миллиметров в год. Вот такая драма. Вот такая проблема. В общем, вот, посмотрите этот рисунок поближе, чтобы можно было, ну, там, разглядеть детальки, как работает, ну, тушь. Вон она сбоку видна. Вот это мое перо чертежное, 40-е, обалденное совершенно. И тушь Winsor Newton, Calligraphy Pen, Calligraphy Ink, да. В общем, вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и делитесь этим видео, мне будет приятно. Меня зовут Кичигин Эдуард, и смотрите в описании к этому видео много других моих плейлистов. Всем чао-чао, пока.